Здорово всем, с вами Миша Выплюшка, и это канал бывшего осужденного. И сегодня я вам расскажу, как общаются между собой зэки в российских тюрьмах. Что говорить можно, что говорить нельзя, а за какие слова можно поплатиться и жизнью. Для тех, кто впервые на моем канале, расскажу немного о себе. Я провел 12 лет в местах лишения свободы, из своих 34 не одним сроком, а 4 раза я сидел. Впервые сел по малолетке в 16 лет. Если кому-то это интересно, подписываемся на канал, ребят, ставим пальцы вверх. Я рассказываю здесь свою биографию, свою историю жизни, историю человека, который с ранних лет попал в криминал и смог из этого выбраться. Я этим не горжусь, я хочу своим примером вам показать, как делать не надо. Либо также смотивировать кого-то, что жизнь свою изменить можно. Вот даже я это смог сделать, несмотря на те события, которые происходили со мной. Видео не несет никакой пропаганды, агитации, я за свободную, спокойную, мирную жизнь. Итак, часто достаточно мне приходят вопросы по этому поводу. Ну, действительно, ребята, не забудьте писать комментарии потом, потому что вот эти выпуски, они рождаются именно так. Люди пишут: вот ты в некоторых роликах там типа материшься, нахуй, захуй, там еще что-то там, какие-то слова употребляешь. Один раз даже я в ролике сказал: ебать меня в рот. И люди там с такой просто, не знаю, злобой, блядь, какой-то, ну, с таким негативом, просто ты как вообще можешь себе позволять такое говорить, там, типа, вот сегодня мы обо всем этом поговорим, как там разговаривают, что можно говорить, что нет. Большинство людей мне пишут, что, типа, да порядочные там арестанты, там, и сидевшие люди вообще не позволяют себе таких выражений, да. Вот и давайте вместе разбираться. Как всегда хочу сказать, что ссылка на ВК, Инстаграм, как всегда, в описании, и также на второй канал. У меня есть второй канал, ребят, там тоже выходят интересные ролики, переходите, смотрите, подписывайтесь, а мы начинаем. Даже не знаю, с чего начать, честно говоря. Давайте вот, ну, возьмем, к примеру, меня, да, ну, канал-то мой. Но даже не знаю, чем руководствуются люди, которые так типа говорят. Но, скорее всего, опять же, вот этими НТВшными сериалами, которые показывают, что когда люди зашли там в хату, их срочно, в срочном порядке просто чуть ли не опустили, отпиздили, там еще что-то с ними сделали. И вот, на самом деле, вот откуда все вот эти беды, да, и стереотипы про тюремный мир. На самом деле они имеют долю правды, да, потому как, ну, не все, скажем так, бывшие арестанты выглядят как я, вот, хотя бы как я. Я не говорю, что я, типа, ну, пиздатый, состоявшийся там в жизни человек, успешный стал. Нет, я еще в пути, так сказать, исправления. Вот, но, видимо, по вот этим фильмам и сериалам люди все-таки думают, что действительно там как бы, ну, все вот общаются на «будьте любезны». Ну, давайте вот посмотрим, к примеру, на меня. Я человек, который после 8 класса бросил школу. Меня оставили на 2-й год. Я сказал, что я учиться не буду. Вот. После этого, ну, мой путь был там еще сколько? 3, максимум 4 года, где-то вот так, я, честно говоря, не помню точно, ну, жизненный, да, в этот период я как бы занимался криминальной деятельностью, там, ну, мелкой, потому как в силу своего возраста я не мог там что-то серьезное совершать. Какие-то там разбои, грабежи, кражи, угоны, опять же, каких-нибудь там «Жигулей», да, вот, и прочего. И, естественно, как бы эти деньги я никуда не складывал, не копил, я их просто тратил как бы, ну, на свою жизнь, скажем так. Ну, я одевал себя сам, начиная лет с 13, наверное, там, сигареты. Ну, единственное, что как бы я дома ел, там, ну, матери давал какую-то копейку, если там она мне просила, типа, есть деньги, я ей давал. Вот. Я не уделял ей постоянно лаве в том возрасте. Нет, мне было до пизды, и я как бы такой был. Ну, я большую часть денег я проебывал, пропивал. Траву я тогда не употреблял, еще что-то не употреблял. Обо всем как бы расскажу дальше, позже. Вот. И, кстати, ребята, у меня есть телеграм-канал, в котором я рассказываю намного больше, чем здесь. Многие вещи здесь не могу вам рассказать. Если вам хочется туда попасть, интересно, посмотрите видео по ссылке в описании. Там инструкция, как получить доступ к этому контенту. Вот, и, соответственно, что, ну и друзья мои такие же были, они не были из высшего общества все. То есть, ну, такая же шпана уличная, как и я. Естественно, мы там все, ну, пробухивали, там, не знаю, кто-то протарчивал, еще что-то. И вот смотрите, теперь вот я попал в тюрьму.
спустя там, ну вот сколько-то там немного лет по малолетке попал в тюрьму. Люди, наверное, думают, что там сидят, блядь, просто, ну, даже не знаю, какие полиглоты, да, самые там воспитанные люди сидят в тюрьме. То есть люди там с высшими образованиями, да, ну вот руководствуясь тем, что как бы, ну, блядь, говорят, типа, не ругаются матом, зэки не ругаются матом. Да как и не ругаются матом? Если там, ну, вы же, эти же люди, говорите, что там сидят биомусоры и отбросы. Ну, и по большому счету вы на самом деле правы. Но большинство, я уже и говорил, там на самом деле и место, они, ну, за дело сидят, и я вот, еще раз повторюсь, я не видел невиновных ни разу за все свои 12 лет. Может быть, они и есть. Вот. Если вы какие-то знаете случаи, опять же, не забывайте писать комменты, я постоянно читаю. В общем, смотрите, оказавшись в тюрьме, как я должен был общаться вот с такими же, как и я? Вы думаете, мы там на «вы» с друг другом разговаривали? Нет, естественно, мы также общались нахуй, захуй там и так далее. Вот. И даже хлеще. Вот в мои первые ролики там мата было столько, что просто вообще там, ну, там через слово практически. Но я тогда, правда, только освободился, ну, как около года я был на свободе, и матом шпарил я очень-очень сильно. Сейчас я себя достаточно сильно ограничиваю. Вот, в итоге я хочу сказать, что в зонах разговаривают точно так же. Точно так же, как и я сейчас с вами вот разговариваю, общаюсь, да. Единственное, что если при решении каких-либо серьезных вопросов, когда там, ну, какой-то серьезный разговор идет, они не идут там постоянно. Там нет такого, что ты постоянно, что ты заходишь в душ и пытаешься избежать изнасилования. Ты идешь в баню, и там все ждут, когда ты уронишь мыло, чтобы тебя отпетушить. Ты идешь в столовую, и каждый день ты радуешься, что тебя там не зарезали. Нет, это происходит там не так. На самом деле там рутина изо дня в день одно и то же, все по режиму. Там на самом деле редко что происходит. Ну, происходят, конечно, конфузы какие-то. Бывает, кого-то и зарежут. Бывает, и там кто-то повесится. Но это не происходит каждый день. Вот, ну, от силы там 5 трупов, может быть, за год. Если учесть, что там сидит 1000-1500 человек с большой достаточно текучкой. Кто-то освобождается, кто-то заезжает. Это, в принципе, статистика такая небольшая. Вообще, зэки сами по себе живучие люди. Я как-нибудь расскажу вам, почему. Вот, и давайте теперь поговорим, какие слова вообще, вот, ну, то есть, общаться можно вот так вот, там, слышь, там, ёпты, Вась, ну чё, ёпты, там, блядь, что за хуйня-то, блядь, когда ты отдашь мне там бабло-то? Ты не охуел случайно? Можно так говорить, да, можно говорить, ты охуел, можно говорить, да иди в пизду, к примеру, вот, ну, но, повторюсь, при решении каких-либо вопросов, когда вот там, не знаю, там, тебя позвал там смотряга за бараком, да, и говорит там, слушай, ты вот там что-то себе позволил лишнего, ты там не можешь ничего говорить, такого там, да ебаный в рот, там, что за хуйня, вы что меня дергаете по какой-то порожнине, бля, ёпты, я взрослый человек, у меня дела есть, нет, там, ну, вот, к примеру, так общаться нельзя, нет, даже знаете как, там надо очень и очень следить за базаром, вот когда идет серьезный вопрос, когда там решается чья-то судьба, особенно если твоя, ну, там ты какой-то косяк впорол, там, я видел, как за слово «блядь» давали пиздюлей. То есть, ну, человек там базарил, да, там с кем-то. Я, так сказать, присутствовал при вот решении подобных вопросов, вот, в силу того, что в определенной касте находился в свое время, там, первыми 2 сроками. Опять же, смотрите историю, биографии, короче, ну, аудиокнига «Гопник». И я видел, что когда человек там, ну, рамс идет там, да, какой-то там в хате там вот братва там и так далее, и вот человек в этом рамсе говорит, типа, да ладно, что вы, блядь, ну, типа это, что вы, блядь, там говорите, там такого не было, да, и вот ему за это слово, блядь, говорили, слушай, ты что блякаешь, ты где здесь блядей увидел? И все. И там не объяснишь, что это для связки слов, там что-то еще. Вот в серьезном разговоре, да, тебя могут за ноздри подтянуть, но если так будут общаться каждый день, люди как бы, ну, следить за разговором, типа, чтобы не блякнуть даже, ничего там, да, в какой-то, ну, просто в суете, да, в обычной, ну, там просто покрошат друг друга. Все, тюрьма будет пустая, в каждой камере будет сидеть просто по одному человеку, и груда трупов будет каждый день. Вот. Также, ребят, в общем, кто-то мне говорил, типа, вот ты там я бы тебе там что-то, блядь, за эти слова, там, что-то на свободе. Ну, мне часто обещают, я уже привык к этому, я не обращаю внимания.
Хотя, ну, я общаюсь, я читаю все сообщения в соцсетях, потому что иногда людям реально бывает нужна помощь, да. Кто-то скажет мне, опять же, нахера ты это все вообще рассказываешь? А вот люди обращаются за помощью, серьезно. Помимо того, что я хочу кого-то смотивировать, да, ну и просто, так сказать, вот свою историю жизни рассказать, да, как вот говорит мой товарищ боевой Станислав Андреевич, с канала Станислав Андреевич. Если кто не знает такой канал, всем рекомендую. Это тоже, ну, вот, это мой кореш, короче. Он тоже отбывал, он гораздо больше, чем я, на свободе и более успешно себя чувствует. Тоже рассказывает свою историю. Ребят, все подписываемся. Вот, как он говорит, типа мемуары, да, мемуары, и опять же там, ну, ко мне обращаются родственники, переживают там за своих близких, там, за сыновей, там, или там за братьев, там, мужей, там, пишут, типа, вот как там что-то сделать, помочь, не помочь. Обращаются люди также, которые занимались каким-либо криминалом, да, в основном, кстати, вот барыжничеством, закладками, и говорят, типа, Серег, у меня вот сейчас суд, я на подписке, что мне будет, там, туда-сюда. Стараюсь как-то успокоить и также поругать, как бы, ну, потому как я в свое время, ну, знал, на что иду, и когда со мной что-то случалось, я как бы знал, чем это может кончиться, я был к этому готов. Ладно, разговор сейчас не об этом. В общем, многие есть еще мне говорят, типа, блядь, да ты вот так на свободе, там даже в тюрьме бы тебя за это, блядь, убили, не убили. Ну, вот посмотрите, вот не знаю, любой вам, кто отбывал, скажет, что там так и общаются. В общем, я провел 12 лет, как видите, я жив-здоров. Если вы думаете, как бы, что я там разговаривал по-другому или вообще молчал, язык в жопу, но это ваше право, так сказать. Мое дело вам как бы довести до вас свою мысль, вот, и свой опыт, да. Большинство, кстати, у меня зрителей адекватных, слава богу, и нормально воспринимает, но хейтеры и долбоебы есть абсолютно у любого блогера. Даже если вы зайдете на канал, там, как какой-нибудь ребенок играет в песочнице, скорее всего, там, вы увидите, что у него есть дизлайки, в общем. Вот, ну, как-то так это работает, но это YouTube. Вот, и есть люди, которыми там, типа, да ты чё, вот туда-сюда, там, за это тебе там и на свободе бить, тебе там ебало разбили. Был у меня, кстати, случай один раз в зоне. Один товарищ, я частенько употреблял словарный оборот ебаный в рот. Вот. И он мне такой говорит, тебе никогда, такой тоже умник, только в зоне, тебе, говорит, никогда, типа, по ебалу не давали за вот это ебаный в рот? Я говорю, нет, не давали как-то. Но он тоже пытался что-то сумничать, типа, ну, знаете, он был такой дед старый, может быть, он был в образе и пытался, типа, свой вес, блядь, показать нам, молодежи. Либо, может быть, действительно раньше как-то, ну, не ругались матом, а мы вот, так сказать, вот попсикольные головы, да, на все наплевали, растоптали эти понятия, да, и, может быть, от нас вот это пошло, то, что сейчас все зоны красные. Я не знаю, как произошло. Я себя вел, ну, вот так, как, ну, насколько там позволял, допустим, ну, если бы там вот я заехал, да, как бы, понимаете, там играешь по правилам этого места, где ты находишься. Там ты там не сможешь быть собой. Вот какой бы ты крутой здесь не был, там еще что-то, ты не сможешь там быть тем, вот кем ты, ну, живешь на вольной жизни. Тебе придется там смириться с обстоятельствами и жить по правилам, вот, ну, хотя бы, как минимум, их придерживаться. Вот, и если бы там разговаривали без мата все, я бы разговаривал там без мата, никуда бы, ну, не делся бы я, потому как, ну, это правило, как бы, вот этого дома, да, там, где ты находишься, казенного. Но так как там все базарили как хотели, да, вот, то, в общем, вот как-то так. Давайте теперь к словам. Какие слова употреблять нельзя. Давайте проще рассказать, какие нельзя употреблять слова, за которые могут тебя спросить, и можно даже опиздюлиться, и за некоторые даже убивали. Нельзя слать нахуй. Нельзя называть, ну, пассивным гомосексуалистом в любом проявлении. Там петух, еще там, ну, как угодно. Нельзя. То есть потому как, ну, за это слово вообще можно, знаете, прям сразу бить и убивать, и никто тебе не скажет слова никакого. Ни один там блатной авторитет тебе ничего не скажет. Типа, ну, типа, за что ты его ударил, избил, ты скажешь, он меня назвал тем-то, тем-то. То есть эти слова задевают твое, так сказать, мужское, мужицкое, арестантское достоинство. Опять же, нельзя говорить там, ёб твою мать.
например, или, ну, что-то такое похожее, да, потом, какие слова еще, ну, там, из серии «сука», тоже, да, «сука» вот нельзя говорить. В общем, такие, вот их на самом деле немного, вот эти основные, не посылать нахер, нахуй, на 3 буквы, да, хотя нахер, можно сказать, слышь, иди нахер, вот так вот, вроде ты и не нахуй послал, и хер, но, блядь, иди на член, там, что-нибудь такое, блядь, вот, но, короче, нельзя, опять же, вот нельзя вот пассивным гомиком называть, потом нельзя вот там, не знаю, кем еще там, сукой, блин, какие-то еще были слова, ну, вот эти основные. Вот, в общем, их употреблять как бы нельзя по отношению к порядочному арестанту. Вот. И ну, были случаи, да, были случаи. Вот лично я несколько раз вступал в драку, когда меня посылали нахуй. Вот. То есть заезжали люди со свободы и не знали, что этого говорить нельзя. Вот. То есть буквально там сидит неделю, 2-3. У меня раз с ним что-то получается, какая-то там словесная перепалка. И он мне говорит: ой, иди нахуй. И, понимаете, приходилось, да, бить этих людей. Они были в шоке, они не понимали. Я как бы себе давал отчет, даже, вот, ну, даже по малолетке, что я их бью, они не понимают этого. Но я не мог поступить по-другому, да, я их не забивал там в пол. Как бы я физически развитый человек был всегда. Я там с юношества занимался спортом, да, и сейчас продолжаю. И, кстати, чего вам советую. Вот. И они, я как бы вижу, что они не понимают, типа, в чем дело, что такого, там, как бы, ну, была перепалка. Но, понимаете, люди со стороны смотрят, как бы, что если я не отреагирую, все, как бы, ну, меня можно слать хоть каждый день. То есть все, я в их глазах буду, ну, приравняюсь, там, ну, короче, к хуете. Поэтому это надо было делать, и раза 2 или 3, по-моему, ну, 2 раза я помню точно на своем веку, я как бы вот вступал в драки, вернее, ну, как бы бил людей сам вот за это. Не скажу, что прям забивал, но там 2-3 удара нанесу, типа, говорю, ты что там, типа, охуел там, ты кого там послал там и так далее, они там сразу терялись там, вот, и после этого как бы, и после этого им уже доводили вот так вот, знаете, такая разведка боем у них была, то есть им доводили, что вот это говорить нельзя, они говорят, блин, а я не знал там, извини и так далее, но вот, ну, понимаете, я жертва обстоятельств был. Бывает, что мои друзья здесь на свободе мне чуть ли не каждый день говорят, да, блядь, да иди нахуй, все, отстань, вот так вот бывает, да. Ну, а там такое место, ребят, и такие правила. Не забываем, кстати, ребят, писать свое мнение об этих законах. Вообще, справедливо они или нет. Я оставляю это все на ваше усмотрение. Надеюсь, выпуск был для вас познавательный. Не забываем ставить палец вверх, подписываться на канал и ну, там, на все соцсети, все в описании. Если ставите палец вверх, надо обязательно в комментариях обосновать, за что, почему и как. Вот, все, ребят, всех обнял, увидимся.